Всем привет, с вами канал Не такой как все, и сегодня мы идем снимать Эдейса. Сейчас вы сами все увидите, пошли. Привет. Привет. Занимаешься спортом? Ну так, немного решил подвигаться. Хорошо выглядишь? Спасибо. Ну что, пойдем, может быть, куда-нибудь присядем, пообщаемся? Да, можем. Как настроение? Ну, бывало и лучше. Да. Да? Ну ничего. Что-то беспокоит? Ну так, разные жизненные проверки, скажем так. Трудности. Ну, без этого никак. Ну да. Да, пришлось поменять место. Что-то шумновато у вас тут сегодня. Да, дети, спорт. Хорошо. Сейчас как раз учусь про детское развитие. Вот, пошел учиться. Да ты что? Да, на спортивного тренера. Вот. Ну, как бы. Подумал. Это мне интересно всегда было. Ну, почему не попробовать? Вот так. И как ты это придумал? Ну, часто с друзьями получается, ну, им помогать, что-то консультировать. То подумал, почему не попробовать, ну, заняться тем, что нравится. Вот так. И как? У тебя получается? Очень трудно. Трудно? Да. Анатомия, педагогия чуть-чуть легче. Ну, сейчас первые два предмета. Вот. В сентябре начал. И сейчас подходит заключительным, этим проверочным, ну, не экзамен, это как конец уроков. Как это правильно сказать? Конец лекций, экзамены, Это не экзамены, это проверочные работы. проверочные работы, тесты заключительные. Вот. Сейчас 2 дня сидел, учился. Ну, Посмотрим. тебе интересно? Мне интересно. Ну, вот это самое главное. Если интересно, тогда есть шанс закончить. Ну да, буду пробовать. Хотелось бы потом со временем стать личным тренером, тренировать в зале. Ну, мне больше зал все-таки нравится. В общем, ты решил, пошел на серьезный шаг, решил что-то кардинально поменять в своей жизни и принял решение учиться. Угу. Я вообще не ожидала, что ты пойдешь на спортивного тренера. Если что, это шутка. Да-да. Ну вот при таком раскладе довольно хорошо, сейчас они не кричат. Но можем продолжить. Ну, в общем, да, ты рассказывал, что ты пошел учиться на спортивного тренера. Да. Я надеюсь, ты мне расскажешь, как правильно худеть. Конечно, считай калории и просто дефицит калорий. Это самое простое. Просто надо их подсчитывать. И не так важно, ешь одни продукты или вторые. Ну, есть нюансы, не надо там, конечно, фастфудом увлекаться, но по большому счету просто калории. Кушаешь меньше, чем тебе надо, и пару месяцев они уйдут без спорта, без чего. Просто за счет того, что организму нужно горючее, и они будут сжигаться. Это все. Ну, во-первых, у меня проблемы с математикой, во-вторых, я обожаю кебабы, и у меня зависимость от сладкого. Ну, кебабы можно, но сладкое, одна зефирка в день или пару кусочков черного шоколада, ничего не будет. Ненавижу черный шоколад. Ну, чем-то надо жертвовать. Все, нельзя. Согласна. Да, ну что ж, я тебя поздравляю, я тебе желаю успехов, главное выдержки, Вот это мотивации.
Кстати, мотивация у тебя какая по поводу учебы? Наконец-то заняться тем, что мне нравится. Все работы до сегодняшнего дня у меня были просто ради жизни, денег, без какой-то радости. Просто работа ради работы. А вот если бы у тебя был выбор работать на любимой работе, но зарабатывать мало, или работать на нелюбимой работе, но зарабатывать достойно и много, что бы ты выбрал? Хороший вопрос. Ну, немножко в обоих местах. Да. Ну, конечно, жить надо, но я все-таки сейчас стараюсь заниматься любимыми делами, выступать и кое-какие свои такие проекты маленькие. Где ты выступаешь? Ну, завтра, например, через Zoom в Огре выступаю, там детский лагерь. Вот, буду общаться, рассказывать про свой опыт. Потом в 2 иду на центральную тюрьму поговорить. Посмотрим. Сегодня? Завтра. 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 Не боишься? Ну, я уже не живу этой жизнью, что мне бояться? Я вольный человек. Я уже теми понятиями не живу. А будут слушать меня или нет, это их выбор. Всего лишь. Какими понятиями ты жил? Да мне даже сейчас вспоминать не особенно охота. Но уличными. Ну, я никогда не был с криминалом связан так углубленно. Ну, все равно какие-то такие уличные понятия. Ну, это все, это там. Если бы была возможность, ты бы поменял прошлое? Нет. Зачем? Знаешь, я очень много думал про эти вещи, и я бы не понимал те вещи сегодня, которые понимаю сейчас. И, скорее всего, был бы узкодумающий человек и жил бы просто рутинной жизнью. И сейчас мне бывает интересно. А ты считаешь себя счастливым человеком? Ну, везучим точно. Счастливым... счастье, наверное, состояние души, а над этим надо работать. В данный момент я как раз прохожу какие-то такие проверки жизненные и трудности, которые мне заставляют перед фактом, что дальше будешь делать. Справишься, не справишься. Потому что первый раз в жизни, когда у меня ушел дорогой человек, я не справился. Я начал употреблять. Дорогой человек? Да. Это? Бабушка. Пару недель назад, да, ушла. Прими мои соболезнования. Спасибо. Я знаю, что это такое, я тоже через это проходила. Ну да. Ну, несмотря на все, конечно, была неделька очень трудная. Мне казалось, что вот оно, депрессия. Не хотелось вылезать с постели. Но я понял, что вот этот момент, или я сдаюсь, или я начинаю опять что-то делать. Вот так случилось. Но как бы там ни было, человек умер в старости.
Сколько ей было лет? 91. Неделю после своего дня рождения. Так что даже прожила она достойную жизнь. Она 55 начала заниматься профессиональным спортом, пробежала 20 марафонов, 3 раза чемпионка мира и 8 раз чемпионка Европы. Это с 55 до 86. Последние 5 лет она уже не бегала. Так что и при всем этом она пропутешествовала весь мир. Ну, Прям весь мир. Ну, может, в Америку не было, но тогда очень много где была. Так что да, много думал об этом и прямо прожила. Достойно. Да, достойно. Хотелось бы тоже так, если Но Боженька у тебя даст. все впереди. Знаешь, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Ну да, я как бы этого и стараюсь придерживаться. Ну а как вот бабушка, извини, сколько лет ты чистый? 9 лет. 9 лет. То есть ты не употребляешь ни наркотики, ни алкоголь? Нет. Только хромаю с никотином. Угу. Ну, честно, я не идеальный и не стараюсь так притворяться. Меньшее зло? Ну да, меньше зло, да. Ну, это все отговорки, я это понимаю. Я верю, что придет день, когда я захочу бросить. Ну а тебе вот эта вредная привычка не мешает спорту? Как ты вот это совмещаешь? Конечно, мешает. Но я стараюсь переходить там на что-то, на другой никотин, на айкос или что-то такое. Вот. И, тогда более-менее. Но, конечно, мешает. Не надо заблуждаться, что можно одно с другим. Но я не идеальный, повторюсь. Идеальных людей нету. Ну да. Ну, в общем-то, твоя бабушка должна гордиться тобой. Последние вот эти 9 лет она видела другого Эдейса. Да, по крайней мере, ее жизнь стала более спокойной, уверенной. Так что, я думаю, да. Ушла спокойно за Да. тебя. Да, ушла спокойно. У меня были силы быть рядом. Последние секунды был рядом. И как бы трудно это не было, но все-таки я не жалею, что вот так. Ты чувствовала это заранее? Да. Да. Я, во-первых, не зря остался в Латвии. Во-вторых, последние 2 дня я сходил с ума. Я убегал от дома, встречался с друзьями, все, мне надо идти обратно. Предпоследний день я 3 раза вот так мотался, не находил себе места. Она очень много спала. Я прям... Трудно было. И потом воскресенье с утра проснулся. Она еще спала. Не смог ее разбудить. Вызвал скорую. И пока приехала скорая, к сожалению. Держись. Я знаю, насколько это тяжело. Да. Ну а у тебя есть какие-то близкие люди сейчас? Да, конечно, очень много отозвались, поддерживали, вытаскивали меня, старались как-то занять. В принципе, это и сработало. Поддержка. Ну, то есть ты один практически не был все это время? Полдня боролся сам с собой. Как я уже говорил, не хотел вставать с постели. В какой-то момент я принимал решение: нет, я не буду изолироваться и уходить в себя, да, потому что это никак ничем не поможет. И
дальше уже все само собой. Одни приезжали, вторые. И как-то, да, проводил время, и удалось это прожить. Удается. Ну да, время мало прошло. Ну да. А поступить привычным способом не было таких мыслей? Ну, не совсем. Там когда скорбишь и при переживаниях теряется какой-то такой общий смысл. Ну, а зачем вообще? Потому что вроде как бы все. Ну, последний близкий человек как бы ушел и как бы, ну, не знал, как поступать и что делать. И, ну, было такое вот загадочное, ну, не то, что желание употребить, но такое, а какой смысл? Ну, как будто можно. Ну, все это обманчиво, я уже эти все схемы знаю. И, ну, просто не поддаться этому. Иногда надо всего лишь чуть-чуть на зубах придержаться. Ну, у тебя был первый очень тяжелый момент в жизни. Ну да. И я это очень хорошо помню. И именно тогда я и начал употреблять систематически, то есть каждый день. Ну, в этот раз я понимал, что один раз слишком много, 1000 недостаточно. Вот, и что один разок у меня не будет такого. У меня сразу, я пойду на 220, все. То есть компенсируешь все вот эти 9 лет? Ну, конечно. Эдис решил пробежаться. Он без этого не может. А я сижу и так мне неловко, блин. От того, что я ненавижу бегать, если честно. Это точно не мое. И, блин, надо полюбить, наверное, спорт. Ну вот, и ты упомянул о том, что у тебя был первый очень сложный период в жизни, Да. после которого ты начал систематически активно употреблять. Можно узнать? Ну да, это с мамой, когда точно так же. Он был рядом, но врачи уже не могли ее спасти. У нее был рак в последней степени. Ну, ушла. И, ну да, это меня сломало в тот момент. Не захотел, не смог смириться с переживанием, что ли. Любил маму? Очень. Самая дорогая. У нас очень хорошие, теплые такие с любовью отношения. Конечно, мама же. И после этого ты начал употреблять, да? Да. Потом, ну вот после смерти 18 лет начал. Ну и остановился только в 24. Не было просвета в этом всем. Каждый день? Каждый день. Ну, А ты помнишь эти моменты употребления? Только общие, конечно. Все сплылось. У меня, конечно, это повлияло мою память. У меня даже сейчас бывают какие-то моменты общие, просто не помню все. Не узнаю человека. Ну, не такого ежедневного, конечно, но ну, вот. Да, конечно, это нарушает здоровье, мозг. Ну куда без этого? Там такие короткие замыкания были, когда смешивается несколько суток подряд, скажем так, все возможные противоположные наркотики. Быстрый с медленным, вот так скажем. Все прям? Прям все. Ну и, конечно, это все дополнительно с алкоголем глушится. А что страшнее, алкоголь или наркотики? Алкоголь и есть наркотики. Просто медленного действия. Другое разделение, но тоже наркотик.
То есть одинаково и то страшно, да? Конечно. Ну, смотри, что лучше, в 40 лет, в 30 умереть от передоза или в 70 трясущими руками молиться, чтобы похмелиться? Ну, что для кого? Не то, не Алкоголики. то. Да, но алкоголики мучаются всю жизнь, как бы наркоманы чуть быстрее это заканчивается. Но у них тоже жесткие эти мучения все, кумары, заплеты, все это. Ну, Что тебя мотивировало остановиться и вообще как ты остановился? я остановился, не знаю, врачи помогли, все совпало. Друзья, фильм, врачи, суд. Я вообще случайно, нечаянно оказался в реабилитационном центре. Вот. Но чтобы туда попасть, мне надо было отойти. Я это не мог. И врачи 12 дней меня там промывали. Ну, системы, уколы, таблетки. Чтобы просто физически отойти от всего, что было во мне. Вот. Я отошел и начал работу над собой в реабилитационном центре. Ну, там уже шаг за шагом понял, что ну вот он шанс. Я как-то даже не думал об этом, что можно отойти. Я уже не надеялся, не хотел, не знал как. Не хотел? Да, ну какой смысл? Ну, какой, я никакой был. Я не думал, что можно от этого, скажем так, вернуться в социум нормально. Не знаю, вес набрать, зубы ставить, вот, ну и так далее. Вот, я думал, все, как бы наркоман, бомж, все, улица. Но Умереть я под не забором. верю, что ты смирился и потерял настолько себя в надежду. Полностью. То есть ты смирился с тем, что ты так и закончишь? Умрёшь? Я и хотел. Ты хотел умереть? Конечно, последний год у меня очень много раз я, ну неприятно говорить, но золотой укол, да, но последний укол. Ну, когда ты уже не смотришь на дозировку и специально немножко больше, ну, намного больше на самом деле, делаешь, да, чтобы просто отойти в мир иной. Но он тебя не взял. Нет. Так ты железный Эдейс. Ну, не очень везло. Я мог в лесу передознуться, упасть в какой-то, не знаю, в траву, в лесу, в глуши. Какие-то люди меня находили. И вытаскивали до дороги, до дома, до транспорта. И всю дорогу там меня там оживляли. Таких было 3 раза. Потом скорая. Ну и соупотребители. Да, ну, не все сразу бросают. Очень часто бросают. Просто звонят в дверь или в скорую. Это в лучшем случае и сами убегают. Потому что зачем им эти проблемы? Вот. Но... С соупотребителями общаешься? Нет. Ну, у нас же нет ничего общего. Есть некоторые, которые улучшили свою жизнь. Ну, с теми я, скажем так, здороваюсь. Где-то даже с радостью. Они семья, работа, что-то улучшили в жизни. Но в основном не с кем. То есть из тех людей, с которыми ты употреблял, так и никто и не вылез из этой зависимости? Они умерли. Умерли? Ну да, это же заканчивается всегда одинаково. Тюрьма, больница, смерть. Вот это не мои слова, это ну неважно, но да, но это правда. Вот. Я когда к маме иду, у меня по дороге получается 3 соупотребителя на кладбище, которые за эти 9 лет умерли. 3. В одном кладбище, ну как бы много кладбищ есть, но вот в одном 3 по дороге. И что ты думаешь, это значит? Я ничего не думаю.
Просто это так. Ты употребляешь, ты быстрее умираешь. И все употребление сводится к тому, чтобы уничтожить себя. Все. Медленное самоубийство. Все. Ну вот, и ты рассказываешь, тебя мотивировала реабилитационный центр. И что было дальше? Ну, дальше просто жизнь. Вышел, немножко офигел. Пришлось учиться все заново. Ну, то есть не заново, а в 24 года я начал учиться работать, платить по счетам, жить, строить отношения, пробовать. Ну вот, нашел какой-то кучку людей, которые похожи на меня, с кем мне интересно, Да. с кем мы Ну, поддерживаем то есть друг чистые, друга. трезвые, которые, да? Чистые, да. Угу. Которые тоже не употребляют и не хотят. Мне с ними интересно, и мы друг друга понимаем. С такими мне легче. То есть в твоем окружении нету людей, которые употребляют? Конечно, есть, но там людям все равно принято там на Новый год шампанское пить, на Лейго пиво пить, но от этого никуда не деться, да, это часть общества. Но таких жестких, да, прям нету. Наркоманов я стараюсь все-таки, активных зависимых я стараюсь все-таки избегать, ни о чем с ними общаться. Если им нужна помощь, и я как-то могу помочь, то да, могу посвятить какое-то время. Да. Ну а так нет. Ну вот, еще я видела твой фильм Да. «Через иглу». Да. Цаурада то. Да. Да. Если честно, я плакала. Я тоже. Что поменялось в твоей жизни после этого фильма? Много отношений, зубов, работ. Жизнь, появилась жизнь как таковая. Появилась радость, грусть. Самая главная способность — это проживать. Потому что внутри зависимого человека, да, это не вот как я это вижу для себя, это неспособность проживать чувства, даже хорошие, не говоря уже о плохих. Но у меня вот неспособность проживать чувства, радоваться, завидовать, грустить. Просто я с ума сходил, да. Ну и сейчас учусь с этим жить, и как это есть, прочувствовать эти чувства. Все. Скажи честно, поймал какую-то славу после фильма? Чувство славы. Знаешь, наверное, мне повезло. Я как-то настолько общаюсь с себе подобными, что я, даже если вот там где-то ко мне относятся немножко по-другому, узнают или что-то такое, да, то я ежедневно общаюсь с такими же, как я понимаю, что я не особенно особенный. Таких вот 100 человек еще в моем окружении. Я такой, просто при мне рассказали. Если это может кому-то пригодиться, пожалуйста. Стараюсь быть открыт, честен. И просто жить. Ты добрый. Мне это трудно сказать. У каждого свои тараканы есть. Так же у меня. Стараюсь, да. Не хочу никому навредить. Зачем? Знаешь, я всегда старался жить по принципу делай так, как хотел бы, чтобы делали тебе. Работает? Да.
Очень часто ты просто вот поднял, пропустил, принес, заплатил. Ну, что-то такое доброе делаешь и отозвался, поднял трубку, послушал человека. И... А может, у меня настроение плохое, но я же не знаю, что в том конце. А там у человека своя беда. Ну, зачем мне перегружать свои проблемы? Я послушаю, помогу. Может быть, когда-нибудь меня кто-то послушает. Ну, обычно так и это работает. Карма или называй как хочешь. Ну, да. У тебя большая узнаваемость была после фильма? Ну, был момент, когда прям, да. Есть какая-то категория, я так и не понимаю, какая. Я ездил в Лепаю на Summer Sound. Ну, там прям очень. А сейчас очень много лет прошло. Очень много. Сколько? Ну, 9 лет. 9, да. Ну, получается, с тех пор, как выпустили фильм, 8. Да. 8 лет прошло, и там прям все время привет. Ну, я прям застеснялся. Прям так, ну, ежедневно. Ну, хоть чуть-чуть корона была у тебя в те моменты? Ну, наверное, что что-то такое поднялось, но это никакого особенного негатива. Я стараюсь, ну, не возвышаться. Ну, за что? Я ничего такого не сделал. Да. Как не сделал? Ты спас себя и спас очень много людей. Очень надеюсь. Я всегда держу то, что я это делаю, чтобы хотя бы одному помочь. Потому что у меня есть такие люди, которые как-то со своими действиями, своим опытом помогли мне когда-то. Ну, я бы хотел тоже кому-то помочь. Иногда мне пишут, и что да, я помог. Ну, тогда неважно, весь негативный какой-то аспект, который бывает, да, там, не знаю. Ну, я не очень с этим сталкиваюсь, мне очень везет. Я это понимаю и ценю. То есть у меня мало негатива приходит в мою сторону, потому что, ну, не знаю, я ничего плохого никому не желаю. Что ты можешь пожелать нынешним подросткам, которые употребляют? И как им можно помочь? Ну, знаешь, я думаю, что молодежь бы мне могли много советов дать, они такие развитые в наше время. Но так, думайте вперед, один шаг хотя бы, и не относитесь к жизни легкомысленно. Я когда-то тоже был спортсмен и был уверен, что никогда не стану алкоголиком или наркоманом. Но Был. Ты есть спортсмен? Ну, да. Ну и в какой-то момент на какой-то тусовке попробовал, и мне понравилось. Это так просто происходит. Вот так. Так что думайте вперед. На вот эти вот дети несовершеннолетние возле Орига, например. Вот как им можно помочь? Потому что душа разрывается на самом деле, смотря на них. А это ответственность взрослых. Взрослых и родителей. Ну а если нас... родителям пофиг, может быть, как? Почему вот государство никак не значит, помогает? Государство, но... Я стараюсь в политику не лезть, но это все. Это не про политику. Я вот, ну вот как и реально можно помочь? Ну несовершеннолетние дети. Открывать центры, где им будет интереснее проводить время, чем там между собой. Ну, пусть они проводят между собой, но с правилами и здесь в центре. Ну, их завлечь. Но есть же такие центры, как эти реабилитационные, например. Ну да, но туда трудных, совсем трудных не отсылают. Там больше, сколько я вот сталкивался, там, скажем так, одна мама, но она просто не справляется, она работает, да, там, чуть-чуть ребенок на своей воле.
может, распущен, да. Но он не брошен, да, там. Ну вот таким, конечно, легче помочь, их туда отправить, да, их не тянет настолько в семью. Почему они собираются? Это желание любви, понятие семьи, да, но как они это понимают, или они не понимают, да, но они чувствуем, просто тянутся вот тусовки, да, и там уже происходят все эти моменты выделяться, кто-то более, кто-то лидер, кто-то на побегушках, и как-то надо соответствовать образу. Ну а как ты думаешь, если, например, вот у них нет родителей, или родители алкоголики или наркоманы, им все равно на этих детей, и вот хорошая семья этих детей адаптирует, они будут в этой семье, или они скорее убегут и дальше продолжат такой образ жизни? Знаешь, если мне всегда вспоминается, я когда вот жил в Англии, я очень много читал, потому что там очень много лотерей и очень много тех, кто выигрывает миллионы или, да, большие суммы. И очень маленький процент от них остаются при этих деньгах. Почему? Потому что если просто дать денег, да, человек сходит с ума. Да, он не знает, что с этим делать. И я думаю, что с семьей также. Его кинут в хорошую семью, он не будет знать, как себя вести. Это не так просто, это большая работа должна быть проведена там. Ну, позанимались дурными привычками. Да. На стадионе так нельзя делать. В школе так нельзя. Вот. Ну что ж. А каким ты себя представляешь через 5 лет? Очень надеюсь, что тренером по спорту, жизнерадостным мужем, папой. Хотелось бы наконец-то устроить личную жизнь. Вот. Что-то недоработано, не получается у меня. Какой твой идеал женщины, как ты видишь? Да нету такого. Это же все про чувства, про бескорыстные отношения, про поднимание души, что человек рядом, я ему поднимаю состояние души вверх, а он мне. Я это так вижу. И что эго отходит, нету. Я думаю, мне надо, я хотел бы, я переживаю. Я спрашиваю у своего близкого человека, как я тебе сегодня могу быть годен, полезен. Он спрашивает меня, мы друг другу поддерживаем. Есть мы, нету мне плохо. Второй спрашивает, как ты сегодня? Не должно в отношениях быть этого эгоизма, и это я так вижу.